Ну вот, посмотрите, какой классный саженец самарской лидии получился. Здравствуйте, мои дорогие друзья, гости и подписчики моего канала, любители выращивания метельчатых гортензий. В этом видео я вам покажу результат и технологию укоренения зеленых черенков метельчатых гортензий, как можно вырастить из вот таких вот небольших череночков, которые вы сейчас видите. На следующий год можно получить уже цветущие растения. То есть оно будет полезно не только любителям выращивания, но и любителям размножения гортензий черенками. Сейчас вы видите и черенки, которые я поставил недавно на укоренение, примерно 2 недели. Это зеленые черенки, которые я взял с маточного куста. Я вам чуть попозже его покажу. Здесь разные у меня сорта, как вы видите. Стоят у меня также здесь еще на укоренении черенки одревесневшие, которые я взял при обрезке метельчатых гортензий. Кстати, есть у меня отдельное видео, обязательно его посмотрите, как правильно обрезать метельчатую гортензию. Ну а вот в этих вот горшочках у меня стоят уже черенки зеленые. Как вы видите, все емкости, в которых у меня укореняются черенки, в обязательном порядке накрыты обрезанными пластиковыми бутылками. Это нужно для того, чтобы создать парниковый эффект. При этом парниковом эффекте как раз вот видите, тут вот конденсат внутри, повышенная влажность создается, и выход зеленых черенков в таком случае практически стопроцентный. А древесневшие черенки укореняются немного хуже, но о них в следующем видео. Итак, вот посмотрите, как выглядят сейчас череночки. Это небольшое количество, здесь их всего 5 штук. Как правило, укореняются они очень хорошо. Обратите внимание, это зеленые черенки, которые я взял в этом году. То есть это черенки не одревесневшие. Вот черенки сорта Пиксио. Здесь также порядка примерно 7 растений стоят на укоренении. Поставил я их примерно 2 недели назад в эту емкость. Как размножать таким способом, у меня есть отдельное видео, которое я снимал в прошлом году. Там более подробно все рассказано. Сегодня я вам покажу, как вот эти черенки на следующий год выглядят. То есть, что получается в результате такого укоренения таким способом. Способ достаточно распространенный. Выход зеленых черенков, как я уже говорил ранее, очень высокий. Укореняются они очень хорошо. Период укоренения примерно в средней полосе это начало июня. Вот в этот период на растениях, которые растут в открытом грунте, черенки, точнее зеленые побеги отрастают до размеров примерно около 5-7 сантиметров. И вот их как раз таки очень удобно брать на черенкование. А вот так выглядят черенки, которые поставлены на укоренение уже после обрезки гортензии весной, то есть они одревесневшие. Укореняются они, конечно, похуже, и выход укоренившихся растений обычно не 100%. Если он достигает 70%, то есть из 10 черенков, если у вас укоренится 7 или хотя бы 5 штук, то это уже хорошо. Но вот так эти же черенки выглядят уже на следующий год. Я их весной обрезал. Обрезка была достаточно короткая, всего на 2 почки, как вы видите. Некоторые даже на 1 почку, на 1 пару почек обрезал. И вот такие вот побеги сейчас уже имеем. Вот это растение, посаженное в этом году в открытый грунт или даже оставленное в горшке, уже зацветет. То есть оно полностью готово к цветению. Это сорт Каттон Крым. Есть также у меня всем хорошо известная самарская лидия. Вот так выглядят саженцы самарской лидии, которые я укоренял в прошлом году. А вот так выглядит маточное растение. Это сорт Bonfire, новинка 22-23 годов. Очень красивая перспективная метельчатая гортензия, которая обладает вот таким вот насыщенным, видите картиночку, бордовым цветом к концу осени. Но цвет, конечно, она такой приобретает только при правильном выращивании, при правильной агротехнике. Растет
Этот саженец у меня в 5-литровом горшке. И почему же он маточный, вы, наверное, спросите? Ну, потому что я с него брал вот такие вот молодые зеленые черенки для размножения. Повторюсь, что есть у меня отдельное видео, если вам интересно сам процесс, как это все сделать. Будет ссылочка в конце данного видео, ее найдете, обязательно по ней перейдите и посмотрите. Вот так выглядит Bonfire, саженец метельчатой гортензии. Ну а вот это Pixio. Метельчатая гортензия, также новинка, очень декоративный, красивый, невысокий, компактный сорт метельчатой гортензии. С него я также брал черенки, видите, обрезано это растение не коротко, ну и специально для того, чтобы можно с него было взять вот такие вот молодые зеленые побеги для размножения. Ну вот, посмотрите, какой классный саженец самарской лидии получился. Всем большое спасибо за просмотр. Много полезной информации вы найдете ниже в описании под роликом. Хорошего вам цветения.